Здравствуйте, друзья! Кто такая Афина? И снова Хаукола. Каждый день я узнаю что-то новое и стремлюсь делиться этим с вами. Ссылка на статью в описании. Афина – богиня мудрости, знания и справедливой войны, покровительница городов и государств, наук и ремесел. Являлась одной из наиболее почитаемых богинь Греции, соперничая по значимости с Зевсом. Силой и мудростью была ему равной. Отличалась независимостью и гордилась тем, что навсегда осталась девой. Генеалогия. Дочь Зевса и Метиды. Любимая дочь Зевса была рождена им самим удивительно изощренным способом. У богини разума Метиды должны были родиться дочь и сын, необычайного ума и силы. Мойры предсказали Зевсу, что он будет свергнут ее сыном. Чтобы избежать этого, Зевс проглотил метис. Но через некоторое время он почувствовал страшную головную боль и приказал Гефесту разрубить себе голову. Из расколовшегося черепа Зевса и вышла в полном вооружении, в шлеме с копьем и щитом, воительница Афина Паллада. Эпитеты Тритонида или Тритогенея из-за места рождения озера Тритон в Ливии, совоокая, пестровидная змея, работница, городская, градозащитница, спасительница, братская, советная. Атрибуты и символы. Олива, сова, символ мудрости, и змея. Являлась покровительницей змей. В храме в Афинах обитала огромная змея, страж Акрополя. Иконография. Афина изображалась в образе Паллады, победоносной воительницы, или Паллиады, покровительницы городов и государств. От имени Паллада произошло слово Палладий, деревянное изображение Афины, обладавшее чудотворным действием. Город, владевший Палладием, считался под покровительством богини. О Палладии, хранившемся в Трое, ходила легенда, рассказывающая о том, что он упал с неба. После Троянской войны Эней привез его в Рим, и с тех пор Палладий хранился в храме Весты. Афина считалась основательницей Ареопага, высшего государственного суда Афин, изобретательницы колесницы и корабля, флейты и трубы, керамического горшка, граблей, плуга, ярма для валов и уздечки для лошадей. Научила ткачеству, прядению и кулинарии. Помогала Гераклу в борьбе со стифалийскими птицами, с великаном Герионом, Персею сразить Горгону Медузу, Прометею в похищении огня для людей. Среди жертв Афины царевна Арахна, превращенная богиней в паука, и Тересий, случайно увидевший ее во время купания и ослепленный за это богиней. В качестве утешения он был наделен даром пророчества. В споре за обладание Аттикой и за право дать имя городу, впоследствии Афины, победила Посейдона. Спор, состоявшийся на холме Ареса, решали 12 богов, включая Зевса, чей дар Аттики был более ценен. Посейдон выбил трезубцем из бесплодной скалы соленый источник, по другой легенде создал лошадь, а Афина глубоко вонзила в землю копье, и выросла священная олива, маслина. Афина Кампана названа по имени владельца коллекции, в которой она находилась, маркиза Кампана. Изображена в длинном парадном одеянии греческих женщин, пеплосе, поверх которого наброшен плащ. Центр культа Афины. В Аттике Афина была главным божеством страны и города Афин, покровительницей афинян. Наибольшей мощи и расцвета Афины достигли при Перикле. Новые здания на Акрополе были возведены за 16 лет. На Акрополь скалистый холм, расположенный в центре Афин, вела широкая мраморная лестница. Поднявшись по лестнице, путник подходил к пропилеям, парадному входу в Акрополь. Через пропилеи дорога священных процессий выходила на обширную площадь, где высилась гигантская бронзовая статуя Афины Промахос, предводительницы в битве, отлитая Фидием. Блеск золотого шлема и копья богини видели моряки, находившиеся далеко в море. Над всеми зданиями Акрополя высился Парфенон, храм Афины Девы, являвшийся главным храмом богини. Парфенос в переводе с греческого «дева».
Весь храм, включая черепицу крыши, был возведен из белого пентелейского мрамора. Длина храма составляла 69,5 метров, ширина 31 метр, то есть площадь его была более 2 квадратных километров. Здание окружали 40 колонн высотой 10 метров 43 сантиметра. В центре храма высилась гигантская статуя Афины работы Фидия, покрытая золотом и слоновой костью. Тонкие пластины слоновой кости покрывали лицо и руки богини. Плащ, шлем и щит были выполнены из золота. Ширина подножия статуи была равна 8 метрам, высота статуи 12 метров. В XVIII веке турки, владевшие Грецией, устроили в Парфеноне склад пороха, который взорвался, разрушив половину древнего храма. Ежегодно в августе проводились панафинеи, всеафинские, посвященные сразу всем направлениям деятельности Афины. Раз в 4 года проводились великие панафинеи с музыкальными и гимнастическими соревнованиями. Торжества начинались ночью факельным шествием и завершались праздничным шествием афинян. Процессия поднималась по священной дороге и вступала в храм, чтобы принести в дар Афине пеплос, сотканное руками знатных афинянок из тончайшей дорогой шерсти одеяние с золотым шитьем. Специально к празднику готовились панафинейские амфоры объемом в 26 литров, на которых изображались сцены состязаний и сама богиня. Амфора, наполненная оливковым маслом, доставлялась победителю состязаний. От этих амфор ведут свое происхождение кубки, вручаемые победителям в настоящее время. Афине были посвящены праздники первого прорастания хлеба, начала жатвы, дарования росы для посевов, отвращения дождя. Римское имя Афины – Минерва. Минерва – богиня войны, искусств, наук и ремесел, покровительница городов и мирных занятий их жителей. Входила в божественную капитолийскую триаду вместе с Юпитером и Юноной. Генеалогия. Дочь Юпитера. К имени Минервы прибавляли слово «капта», означавшее «капитальное», от латинского «капут» – «голова». Этим подчеркивалось то, что каждый, совершивший из ее храма кражу, отвечает перед богиней головой. Праздники в ее честь устраивались во второй половине марта и длились 5 дней. Большие квинкватрии, или с 13 июня, и длились 3 дня, малые квинкватрии. Жертвоприношения, лепешки, мед и масло. С вами был Домовой. Не забудьте оставить лайк под видео, а еще буду рад, если подпишетесь на мой канал и включите колокольчик для уведомления о новых видео. Всем пока, ребятки!